привет, меня зовут Павлов Павел. Я приехал из города Шостка. Как я говорил в тот раз, я приехал показать себя, и в этот раз я решил закрепиться в этой лиге. В тот раз я вам говорил, что я покажу вам красивый бой, я его показал. В этот раз, я думаю, опять это сделаю. Моя подготовка к бою не изменилась, я повседневно тренировался, и именно две недели перед боем я тренировался 2 тренировки в день. И по той же самой подготовке. Я считаю, что мое преимущество в бою, я для своего веса высокий. Я смотрел своих ребят в весе, они как бы все пониже меня. Я думаю, дистанция – это есть мое преимущество, длина рук и техника моего боя. У меня отличный настрой на бой, на позитиве. Буду делать красиво. Привіт, мене звати Дмитро, я приїхав з ОТГ Клевень. Приїхав, в принципі, з ціллю перемогти, реабілітуватися, так як я попередній бій проіграв. Перевагу, скоріш за все, покаже бій. В підготовці нічого не міняли, по простій причині, що навіть не знаємо, під кого готуємось. Настрой бойовий. Дякую. Наш следующий бой, я считаю, это будет один из самых зрелищных и интересных поединков нашего вечера. Представим первого бойца. Павлов Павел. Паша яркий представитель из города Шостка. Его рост 174, вес 59 и ему 20 лет. Павел является жемчужиной нашей организации и один из самых топовых бойцов. Мастер спорта по боксу. Он одержал победу в первом турнире в бою с Фёклиным Реалом по прозвищу Выключатель. Я думаю, он покажет очень крутой и сумасшедший бой сегодня. Давайте поддержим Пашу. Приветствуем его оппонента, Соловей Дима по прозвищу Калибри. Также является звездой нашей организации. Приехал к нам из города Ровно. Его рост 165, вес 59 и ему 25 лет. Является одним из самых титулованных бойцов нашей лиги. В первом турнире проиграл раздельным решением судей Сметане Нестору по прозвищу Честер. Посмотрим, что Дима покажет нам сегодня. Давайте поддержим Диму. Бойцы на середину. Правила вы знаете. Красивый кулачный бой. Слушаем мои команды. После команды стоп, не работаем. Сидячего мы не добиваем. Пожали руки. Судьи готовы? Готовы? Первый раунд. Время. Бой! Так, дорогие друзья, Павлов Павел в желтых тейпах против Калибри в черных. Отличный джеб.
длинные руки у Паши, и он очень хорошо их использует. Ты знаешь, для Димы это будет серьезный вызов, потому как он не успел, отлично попадает и идет Правый вперед. сверху попал. Просто Вот как раз мощнейшая Паше заруба. вот не нужно этого делать, потому что это там, где преимущество у Калибри. Он все-таки с ММА, Да, а несомненно. Паше именно нужно растягивать его, Держать на дистанции, работать держать своими... дистанции, джабом работать и потом уже подавать правой. Вот, Да, джеб вот именно отлично так. залетел от Паши. Но Калибри опытный боец, я видел его ММА бои, поэтому он непростой соперник. Да, смотри, сейчас забивает Паша. Калибри, да, есть первый нокдаун у нас. Но на самом деле там было много ударов именно в корпус. И это энергии много забирает у Паши. Не всегда это такая хорошая стратегия. Это может обернуться Кстати, да. чревато. Да, подсказываю Диме, чтобы не стоять на месте, идти вперед. Но видно, как все больше и больше натыкается Дима на встречные удары, которые... Здесь Паша пожалел, буквально просто пожалел. И отлично, вновь у нас идет заруба вот слева. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Давай, Димон! 9, 10. Тело неожиданное. просто отключается, и ты вроде головой все понимаешь, вроде хочешь встать, Но но тело в просто отказе. в отказе, и ты не можешь ничего сделать. Павел Павлов действительно находка. И самое потом обидное, проходит еще 2 минуты, и у тебя вроде прошло, и ты уже нормально, вроде готов драться, а все, время уже ушло. Да, тяжело пришлось Диме, но Павел действительно заслуживает. В данном поединке победу нокаутом на первой минуте 32 секунде одержал Паша Павлов из Шостки. Очень быстрый и динамичный поединок. Мне кажется, чуть-чуть Диме не хватило длины рук и дистанции. Но в любом случае он красавчик. Я думаю, он покажет еще себя. Дима, ты самый у нас такой духовитый боец. В любом случае, спасибо тебе. Скажи, пожалуйста, нам несколько слов и о своем противнике. В першу чергу дякую організаторам за те, що даєте можливість побитися, показати себе. Справді хочу вибачитися перед тренерами, клубами, які допомагали в підготовці. Льоха Причат. Я чуть перегорів, скоріше за все. Паша, красава. В принципі, всім дякую. Я думаю, это два самых ярких претендента в данном весе, 55-60, и они еще сразятся за чемпионский пояс.
Паша, я поздравляю тебя с победой. Маленькая звезда шостки. Показываешь хороший уровень и профессиональный рост. Спасибо тебе, что ты с нами. Скажи, пожалуйста, как тебе этот поединок? Ну, во-первых, спасибо и вам, что я тоже с вами. Поединок хороший, парень очень хороший. Как бы мастер спорта международного класса, это как бы не каждый может выполнить. Но я думаю, тут предпочтение идет боксерам. Ну, кулачный бой. Если бы тут была борьба, там, ну, работа ногами, ну, я бы сюда не полез бы, возможно. А так хочу передать привет, спасибо за поддержку, как и в первом бою, это моей семье, ну, моей девушке, пацанам, которые приехали со мной с шостки. Тут, ну, если вы не заметили, полно с Киева, все мчат. Шостка, это красава. Ну и хочу еще, ну, сказать тоже один моментик. Хочу передать привет всем пацанам с Броваров. Как я недавно оттуда ушел, у меня не было возможности туда приехать попрощаться. Так что, пацаны, я вас помню. Вы тут у меня. Все, давайте, родные. Спасибо большое. Вот как важна поддержка для бойцов. Обратите внимание. Молодцы, духовитые очень ребята. Итак, Фил, как оценишь данный поединок? Оба бойца очень техничные, я это помню с прошлого раза. Диме хочу сказать, чтобы работал, продолжал работать над ударкой. Все получится, я знаю, что ты духовитый парень. Но так как мне довелось первый раз тоже комментировать твой бой, не комментировать, а давать комментарии, я тебе сказал, что у тебя хорошее будущее, хороший рост будет. И то же самое я хочу тебе пожелать, только не останавливайся, потому что у тебя действительно очень хорошая техника. Я видел, как ты тренируешься в Инстаграме, я видел твою дикую скорость. Вот эти вот все американские там боксеры могут тоже позавидовать тебе. Я тебе серьезно говорю, ребят, если кто не видел, это, ну, не реклама, но просто реально посмотрите, как парень тренируется и какая у него скорость. Ты красавчик, тебя с победой, удачи тебе. Дима, ты не расстраивайся, реально не хватило тебе. Ты сделаешь свои выводы и вернешься сильнее. По поводу Паши хочу сказать, реально видно мастерство в боксе. Это очень многого стоит, потому что человек был конкретно заряжен на корпус, и он это показал и сделал это красиво на самом деле. Ну, потому что отработать по корпусу в кулачных боях, это надо, ну, это сверхмастерства. Ты красавчик, ты еще лучше станешь, я уверен. Ну, мне реально тяжело что-то сказать. Вы реально самые такие тоже одни из наших звездочек, поэтому вы крутые, просто что-то пошло не так. Паша просто, видно, услышал советы и их воплотил в жизнь, вот поэтому и результат такой. Поэтому я думаю, у вас все в будущем, и у тебя, Дима, и у тебя, Паша. Поэтому красавцы. Вам еще, кстати, следует что показать. Спасибо, ребята. Здравствуйте, меня зовут Сергей, я с города Чугуев. Приехал с целью вам показать свои навыки, то, что я умею. Мое преимущество в бою – это скорость, тактичность. Готовился я каждый день, тренировался, ездил по залам разным профессиональным, тренировался с профессионалами. Мой настрой вообще пушка, заряд. Всем привет, меня зовут Смирнов Валерий. Я приехал из Кривого Рога. Мое преимущество в бою, я думаю, это мой рост. Для моего веса я считаю себя достаточно высоким. Буду работать на дистанции. Приехал с целью проявить себя. К бою я готовился на протяжении недели, тренировался каждый день. В бою, в принципе, посмотрим, как я готовился. Настроен выйти на бой, как на обычную тренировку. Волнение буду убирать в себе. Всем спасибо. Наш следующий бой. И встречаем первого бойца. Смирнов Валерий по прозвищу Шустрый.
приехал к нам из города Кривой Рог. Его рост 174, вес 64 и ему 21 год. Валера КМС по боксу, также занимался тайским боксом. Как говорит Валера, он быстро бегает и благодаря своему навыку успевает вовремя убежать от проблем. Очень духовитый боец, давайте его поддержим. И встречаем его оппонента, Радченко Сергей, по прозвищу Радчик. Радчик приехал из города Чугуев. Его рост 170, вес 64 и ему 19 лет. В спорте с 6 лет, занимается рукопашным боем и ММА. Чемпион Украины, трехкратный чемпион гладиаторов в клетке. Сегодня дебютирует в нашей организации. Я думаю, он покажет хороший зрелищный бой. Давайте поддержим бойца. Бойцы подошли. Коротко напоминаю правила. Соблюдаем все правила. Височную часть, затылочную часть, позвоночный столб мы не бьем. Также, учитывая особенность рукопашного боя и прочей ерунды, то и тайского бокса, не фалим. Только кулачный бой. Показать красивый, честный бой. После команды «Стоп» не работаем. Пожали руки. Удачи. Судьи готовы? Готовы? Первый раунд. Время. Бой! Итак, дорогие друзья, с нами подключился Фил Марвин. Здравствуйте. Итак, у нас в желтых тейпах Шустрый, в черных тейпах Радчик. Радчик первым начинает, атакует корпус. И это бой ММАшников. Да, ну, по сути, у Шустрого у нас, хоть он и занимается сейчас ММА, да, смешными единоборствами, у него база бокса и муай-тай. Несомненно, это плюс в сегодняшнем поединке, но против него Радчик, который является базовым ММАшником, смешанным единоборств. И видим, да, видно по ударам, как вот немного такие не прям точные удары, но вот видим, как сейчас Шустрый ловит просто отлично. Ну и сейчас пропускает. Да, пошел да. в атаку сейчас Радчик. Главное, чтобы ребята не брали эмоции, и они не переводили, да? Как это было в первом. Как это было в первом сезоне. Я думаю, все бойцы, которые смотрели первый сезон, сегодня, которые участвуют, они извлекли ошибки, больше работают по корпусам. И есть, да, отлично, просто сближается у нас Радчик. Но по ударам это все было по защите. Отлично руками отработал и Шустрый. Шустрый действительно отработал. О, бэкфист сильно предсказуемый. Сильно предсказуемый бэкфист, но пока Радчик ничего не может пока преподнести. Вот отлично попадает по корпусу, но видим, что большинство ударов по воздуху идет. Видно, что все-таки ребята не боксеры, и нету вот этих вот раздергиваний, да? Да, нет раздергиваний, видно, отличается техника от боксеров. Совсем отличается. Нету этих уклонов, нету этих уходов. Это не минус парням, это Нет, просто конечно, специфика их тренировок. Естественно. Есть, отлично сейчас попадает у нас Радчик. Корпус, голова, так неплохо попал. Видим, джебами работает больше. О, отличный боковой. И тут же пропускает Шустрый. Фу. Нанес, он успел нанести, немного попятился назад, видимо. Уже есть какая-то первая кровь там у Шустрого. Проваливает, Радчик идет добивать и спасается сейчас в клинче. Бой. Шустрый. Поприветствовали бойцы вновь. И конец первого раунда. Фил. Заряженный раунд. Да, заряженный, неплохой раунд. Видно, отличается техника от боксеров, да. но тем не менее по духу видно, что готовы бойцы зарубиться.
готовность. Судьи готовы? Готовы? Судьи готовы? Второй раунд. Время. Бой! И у нас центр круга. У нас Все еще ребята занимает... щупают друг друга. Да, Шустрый занимает центр, но потихоньку уже вот... Ну, пока и- нету первого номера. Да, Пока явного первого номера нет, все с переменчивым успехом Да. у ребят. То есть так кто-то работает первым номером. Видим, как прекрасно работает корпусом и Рачик, и Шустрый. Удар по Попытался корпусу. пройти в корпус. Пройти, точнее, ударить, да. Сильно Размашистые размашисто удары такие. работает, немного предсказуемо, но тем не менее, я думаю, бойцам нужно вот именно то, И клинч снова и Макач, близкий, снова да. заруба. Ближняя дистанция только нужна бойцам, чтобы нормально накидать, но за счет того, что у Шустрого есть понимание вообще хорошего клинча, тайского клинча, он быстро реагирует да. в клинче и не дает Рачику вообще работать. Но вот тайский клинч — это, по-моему, самое идеальное, что здесь можно Тайский применять, клинч, да. хоккейный клинч. Мы сегодня наблюдали даже школьный захват. Да, отлично, да. сейчас сблизился. Да, это было, да. Школьный да, я захват видел. был на сегодня на турнире. Да, видим, как секунданты показывают. О, сейчас пошел, отлично. Вновь сблизился, вновь в клинче, Клинчуется, Рачик. клинчуется. Да. Надо больше, знаешь, как прихватить Два одной рукой. дебютанта, давайте поддержим О, ребят. отличная заруба, сейчас идет вперед Шустрый, но хорошо Хороший отбивался был Рачик. апперкот, не попал, к сожалению. Если бы попал, я думаю, был Да, бы... был бы нокдаун немного. Ну, видим, как Шустрый так размашисто, прямо так с защиты выныривает. Отличный джеб, немного зацепил он Рачика. Ребята немного аккуратничают в том плане, что когда они заходят за руку, они сразу же клинчуются. Да, отлично попался сейчас Рачик по корпусу, но и Шустрый ответил тут же. Отлично сконтрил, успел вообще среагировать, отличный джеб от Шустрого. О, Опять прям, апперкот. да, вынырнул Шустрый, нанес удар, но про те апперкоты, которые ты говоришь со стороны Раченко, да, не должны, он должен все же подловить, потому что он пару раз уже... Стоп! Есть, да, конец второго Конец раунда. раунда. Очень быстро раунды идут. Да, как-то. очень быстро раунды идут. Вот, вновь пошел вперед. Рачик. Итак, ждем третий раунд, заключительный раунд поединка. Готовы? Судьи готовы? Второй раунд. Время. Бой! Хороший бэкфист, но, к сожалению, опять предсказуемый. Предсказуемо работает бэкфистом. Ему нужно подготовить. То есть бэкфист — это такой удар, как говорил. Да, его нужно подготовить. Его нужно раздергать или нанести какой-то удар, растерять Вот, соперника. отлично, пошел вперед. Сейчас Хорошо. Рачик поджал к мешкам, пытается добить в корпус. Так, мощно вцепился Шустрый. Хотя эпизод был однозначно за Рачиком. Сейчас пытается вернуть. Отлично попал. Сейчас еще раз попадает Шустрый. Поджимает он к мешкам Рачика. И вновь бойцы Да, все. на дистанции. Да, много клинча, предсказуемо было. Вновь бойцы в клинче. И видим, как из клинча уже пытаются набрасывать удары по корпусу, ребята. Неоднозначный бой, уже третий раунд идет, и я так не знаю. Да, нельзя определить, кто Не знаю, кто доминирует, говорит, но да, нет. Рачик иногда показывает очень хорошие моменты. Рачик сейчас. Спасается Шустрый вновь в клинче. Разошлись хорошо. Вновь валит Рачика на мешки. И подсказывает уже Рачику, что нужно забирать концовку, но и Шустрый тоже понимает, что надо забирать. Вот, вновь пошел вперед Рачик и Рачик пытается взять инициативу в свои руки все-таки. Но видно, что сил у Рачика тоже осталось немного. Позвоночник. Сейчас уже больше подхватил, уже как бы с намеком на гильотину, да. Вот и гильотина пошла немного. Бой! И у нас уже конец Все, ребята боя, уже да. обессилены, видно, что ребята обессилены. Но сейчас должен показать кто-то. Сейчас у кого должна быть больше концовка, характер. да. Вот, отлично попадает, пытается набрасывать из хоккейного клинча. Рачик просто точно сработал. 10 Последние секунд. секунды у нас конца этого зрелищного поединка.
Но бойцы на дистанции и последний, да, все, конец боя. Ребятам клинч не давал показать, мне кажется. Клинч всё, не что они давал, могут. но я могу сказать, что для Шустрого это было спасение в этом поединке, потому что то, как, с каким напором работал Радчик, просто феноменально. Работали олдскульные ММАшники в первых турнирах UFC. Дон Фрай, если не ошибаюсь. Да, Дон Фрай. Ну, у тебя познания в этом намного больше. Да, и, они больше любили работать с хоккейного клинча, когда ты прихватываешь одной рукой шею, со второй накидываешь апперкоты, либо боковые. Та самая легендарная заруба, где усатый дядька против корейца, можете гуглить. Раздельным решением судей победу одержал Радченко Сергей по прозвищу Радчик. Мне кажется, совсем чуть-чуть не хватило Шустрому, но надо учитывать то, что это один из самых молодых бойцов нашей лиги. Ему 19 лет. Как твои ощущения? Скажи, пожалуйста. Спасибо тебе. Спасибо вам. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо сопернику, спасибо его команде за эту хорошую подготовку. От себя что могу сказать? Спасибо моему тренеру Быкову Андрею. Он подготовил меня как смог. И заметил такой прикол. Он к подготовке боя подошел намного ответственнее меня. Для меня это минус. Будем работать. Все, спасибо. Радчик, хороший бой. Виден твой характер, как ты шел в размен, не боялся. На самом деле прошу зрителей поддерживать бойцов. Надо иметь немаленькую смелость, так сказать, чтобы выйти сюда и драться на голых кулаках. Поэтому, пожалуйста, раз вы уже пришли, поддерживайте бойцов, для них это очень важно, тем более для таких молодых и перспективных бойцов. Ты красавчик, спасибо тебе. Что скажешь о своем противнике и как тебе вообще этот бой? Тяжело он дался или нет? Ну, так как это был мой самый первый бой на голых кулаках, я ожидал, что будет легче. Было тяжело, да, я не спорю. Соперник вообще молодец, красавец. Не давал мне расслабиться, пару раз попал. Ну, чем дальше, тем лучше. Будем стараться, будем расти. Тебе желаю того же. Спасибо судьям, спасибо вам. Все. Молодец, спасибо. Отличный бой, молодцы ребята. Услышим теперь мнение нашего жюри. Саша, ты к нам присоединился, начнем с тебя. Ребята красавцы, на самом деле почти равный бой. Действительно, Шустрому чуть-чуть не хватило. Вот чуть-чуть. Может быть, это сказывается волнение, возможно, это поддержка публики. Поэтому, ребята, поддерживайте бойцов, будет намного ярче и красочный бой. Ребята красавцы. Победителю респект. Молодец, так держать. Ну и всем вам успехов. Ну да, я присоединяюсь. Здесь, в принципе, уже это сказали, да, равный бой. Ребята оба молодцы. Желаю дальше тренироваться и надеюсь увидеть вас здесь еще раз. Ребята молодцы. Действительно равный бой. Трудно кому-то отдать победу. Ну, судьям виднее, но со стороны как бы тяжело судить. Даже я честно говоря, засомневался. Ну, кому дадут победу, не мог даже понять. Ребята, удачи вам всем. Побеждайте. Пацанам респект. Респект судьям, потому что реально я тоже минимально давал Радчику победу. И спасибо организаторам, они реально подбирают пары, те, которые вот именно конкурентные бои. Поэтому молодцы все. Здравствуйте, меня зовут Ладо, я из города Сумы. Приехал с целью порубиться, проверить себя,
на выносливость. Преимущество в бою, я думаю, что я буду более скоростным и выносливым. Настрой боевой, настроение тоже отличное. Спасибо. Всем салям алейкум, всем доброго дня. Меня зовут Мазд, я родом из Иордании. Уже более 9 лет в Харькове. Пришел на шоу показать зрелище. Мое преимущество – кардио и постоянно напор. Никто не выдерживает такой напор. Подготовка к бою прошла, скажем так, не совсем удачно. В основном работал. Мой настрой на бой – выйти, показать зрелище и забрать бонус в бой вечера. Всем спасибо. И первый участник следующего поединка – Гриншак Мадж по прозвищу Абу Араб. Родом из Иордании, сейчас проживает в Харькове. Его рост 176, вес 72, и ему 22 года. Мастер спорта по кикбоксингу, занимался 2 года боксом и также ММА. Заядлый любитель уличных драк. Еще один дебютант в нашей организации. Давайте поддержим бойца. И поприветствуем его оппонента, Курмашвили Ладо по прозвищу Мороз. Из города Сумы, КМС по боксу, мастер спорта по рукопашному бою. После 2018 года не выступал. Сегодня Ладо выходит после большого перерыва. Это его дебют в боях на голых кулаках. Пришел к нам, чтобы попробовать себя в новом направлении. Ожидает победы без травм. Пожелаем удачи бойцу. Снова вижу заряженный. Обязательно соблюдаем правила, корректный бой. Затылочную часть не бьем, височную бьем, позвоночную не бьем. Ноги не работают. Показать красивый, честный бой. Пожали руки, разошлись. Судьи готовы? Готовы, судьи? Готовы? Первый раунд. Время. Бой! Итак, у нас... О, прям Супермен Панча залетает у нас Абу Араб. Абу Араб. Да, и Мороз. В черных тейпах Мороз. Мороз, да, в черненьких. В желтых тейпах у нас Абу Араб. И видно так нормально. Так. Есть отличный, хороший Давайте джеб. нам зарубу показывайте. Смотри, уже играет такой, прям, знаешь, как в стиле Принца. Перси. Принц Насим Хамед, знаешь, такой в боксе, он тоже делал интересные такие выпады, действия. И, видишь, принял все на корпус, всю атаку от Мороза принял на корпус, отлично отклоняется корпусом. Ну так, сразу же изначально почувствовал какое-то преимущественно и начал как бы чуть-чуть доминировать. Хотя пропускает. Просто сдвоенный джеб, обманка и просто лучший правый прямой залетел. Не успел отклониться Абу Араб. О, хороший был. Но ты видишь, за счет его антропометрии высоты его Абу Араба, он отлично отклоняется корпусом, что не достает Мороз ударами по лицу. Видим, пока у нас совсем другой махач, в этом сезоне. Да, второй сезон, видим уровень спортсменов вообще выше, но не хотим
Ничего не говорите по поводу первого сезона, там очень много крутых спортсменов, но красавцы. Чем больше становится популярнее Махач... О, пропускает! Слушай, я хочу сказать, что Морозу нужно так и действовать, прямолинейно, прямо пробивать его. Хорош только что тоже был. Но ты посмотри, какие длинные руки у Абу Араба. Он прям, Мороз уходил, но все равно Абу Араб его достал своим ударом. Не ходи за ним, не ходи по пятам. Да, отличная рекомендация. Стой и жди. Резать углы надо. Ведется на его заманке, короче, и потом пропускает. Есть отличная атака в исполнении клинчик. Абу Араба, но сразу же заклинчевал его Мороз. Ну, мало клинчик, кстати, да? Не совсем, хотя, да, у нас есть, они чистые боксеры, да, есть там примесь кикбоксинга, да, то есть у нас Абу Араб является званием, да, мастер спорта по кикбоксингу, а у Ладо, у Мороза, он является мастером спорта по рукопашке. Бойцы, 10 секунд готовность. Судьи готовы? 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 Бойцы, бой! У ребят это первый опыт на голых кулаках, им важна ваша поддержка. Поддержите бойцов, пожалуйста. Прямым Абу Араб. В центре он находится круга. Еще раз попадение есть, но в плечо. Все равно пока пятится назад у нас Мороз, но посмотрим, как он сможет сейчас пойти вперед и сделать свой спорт, сделать свой взрыв. Так, пристреливает. Есть, отлично, прям пошел в ноги. Да. Перенес в другой центр ринга. Да, есть база. Пошатнул, отлично. Чуть-чуть оступился. Отличная двойка в исполнении Мороза. Не успел на своих ногах Абу Араб отойти. Или как-то парировать эту атаку. Есть отчет, бой продолжается. И неплохо себя показал в этом эпизоде Мороз. Поменялись местами. Видишь, что начинает центр ринга держать Мороз. Хотя сейчас опять... Да, Абу Араб вновь поджимает к мешкам своего оппонента. Ну, он уже, я так смотрю, Мороз пристрелялся к мешкам ему уже. Ну, и ты видишь, что немного... За счет отклонений, за счет этих отклонений Мороз не достает своим ударом по лицу Абу Араба. Вот, видишь, как он наклоняется? Вот, еще раз, это тот же самый момент. Абу Араб просто отклонился, но он не уходит вообще. Он стоит на месте, просто как вкопанный на ногах. Но если бы Мороз дальше пошел на него переть, он бы попал бы. Да, видно, сейчас неплохо так сработал корпусом. Также и Мороз провалил, не дал по себе попасть. Опять ритуальные показания. Бей по плечу. Сюда бей, туда не бей. О, отлично. Опять. Но я хочу сказать, что удары по плечу тоже они немного выбивают, сбивают руки. Сейчас отлично у нас эпизод Мороза. Забивает он сейчас Абу Араба. И да, это еще один нокдаун. Вау! Второй за второй раунд, да? Да. 3. Неплохо Отличный себя показал. И готов продолжать Абу Араб бой. Бойцы, 10 секунд готовность. Подошли сюда. Есть одна маленькая поправка. Нырок — это нырок, сносить нельзя. Разошлись. Судьи готовы? 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 Завершающий раунд. Давайте поддержим, ребят. Бой!
обозначил такой апперкот, что может залететь апперкот, если пойдет вперед Мороз. И... Заметил, типа, раскручивает, как перед этим бой был. Сильно с поднятым подбородком идет вперед Абу Араб, за что может поплатиться. Пока Мороз действует более выверенно и ждет момента своей атаки. Есть передний удар. Передний по корпусу. И вот сейчас отлично на выходе из клинча пробивает боковой удар Мороз. И вот то, что нужно делать сейчас Морозу. Просто давить Абу Араба. Наступ. Опа. Да, пошел у нас немного в гард. Пытался забраться Абу Араб. Есть еще один удар по корпусу. Отлично. Это нокаут. Просто нокаут. Мне кажется, все, это конец. Пошел отсчет. Встает Абу Араб. 4. 5. Да, у него есть время отсидеться, прийти в себя, но... 7. Я думаю, на 8 же нужно вставать. 9. Есть, встает. И бой продолжается, дорогие друзья. Бой! Ну, показывает характер. Но ты видел, Мороз собрался, и за счет своего прессинга он и должен выигрывать в таких эпизодах. Ему сейчас надо давить, просто давить, если он хочет победить. Да, видишь, вот опять неправильно делает Мороз, то, что дает пространство. Опять залетает. Так же, да? Левый боковой залетел и присаживается Абу Араб. Это уже у нас второй нокдаун, если не ошибаюсь, за третий раунд. 4. Нет, третий нокдаун. 5. 6. 7, 8, 9. Настоящая стойкость, поддержим Абу. Мужественный спортсмен. Вот за такое стоит подписываться на канал. Да, подписка, лайк, пацаны, ребята. Да, есть конец боя. Отлично. Конец боя. Напоминаю, тайминг здесь у нас 3 раунда по 2 минуты. Великолепный поединок. Для объявления. В данном поединке победу единогласным решением судей одержал Курмашвили Ладо по прозвищу Мороз. Единогласным решением судей Ладо Мороз одерживает победу над Абу Арабом. Интересный поединок. Ребята показали очень зрелищный бой, довольно техничный. Абу показал себя как настоящий уличный боец, не раз падая и опять поднимаясь. Хотелось бы, прежде чем общаться с ребятами, спросить нашего главного судью касательно техники данного поединка и рекомендаций для будущих бойцов. Ну, в этом поединке тут видно было, что боксер дрался против бойца ММА, да. То есть, ну, видно была разница в работе рук, где-то опережение, доставал, постоянно опережал, повторял. Ну, кулачный бой, этот махач, все равно должны больше быть база боксерская. То есть, ребята, работайте над руками, потому что много мимо, много промахов. Должны руки работать больше. Авторитетное мнение. Абу, спасибо тебе большое за характер. Ты красавчик, у тебя сильная команда. Скажи, пожалуйста, какие твои ощущения? Для начала всем салам алейкум. Хотел благодарить промоушен и извиниться, что я не сделал вес перед вами, перед соперником. Что такое красава, что ты вышел. 3 килограмма разница. Ну, 2. Ну ладно, не в этом дело. Не, парень молодец, показал школу бокса. Правильно, не давал работать. Постоянно работал левой рукой. Ничего, вернемся еще сильнее. Я думаю, ты сделаешь работу над ошибкой. Обязательно, обязательно. Спасибо тебе большое. Ладо, ты красавчик, показал настоящую школу бокса, а я обратил внимание на твои удары через корпус. Наверное, это один из твоих ключей к победе. Скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь свой дебют и несколько слов о своем оппоненте? Всем привет.
Хочу сказать спасибо вам за возможность. Соперник очень крепкий был, стойкий. Сколько пропустил и встал. За дебют эмоции зашкаливают прям. Все, всем спасибо. Я думаю, бойцы заслуживают бонуса за отличный дебют в нашей организации. Также хочу добавить, что все бойцы в нашей организации застрахованы и сдали анализы. И также небольшое пожелание к катменам, наверное, с углов и к тренерам бойцов. Очень травмоопасный спорт, думаю, наше жюри подтвердит. Если вы видите, что ваш боец, дядя Саша тоже подтвердит, теряет преимущество, сохраните бойца для следующих турниров. Это лично мое мнение. Хотелось бы выслушать мнение жюри касательно этого. Начнем с самого, наверное, легендарного бойца и самого опытного. Как раз в этом случае, как говорят, здоровье спортсмена прежде всего. Ну, хороший бой, такой зрелищный, именно стойкости. Не перестаю удивляться. Молодцы. Давайте, успехов вам, ребята. Да, бой действительно хороший был. Хотелось, конечно, бойцу из Иордании, да, что он начал бой с того, что Супермен Панч выдумал. Но в кулачных боях Супермен Панч не очень эффективный, потому что фишка этого удара в том, что ты сначала выкидываешь лоу-кик, и когда получаешь реакцию от лоу-кика от соперника, в следующей комбинации ты показываешь лоу-кик и в обманку выкидываешь руки. А без лоу-кика этот удар, ну, здесь ни о чем, по сути. То есть просто человек отошел и все, и не понял, к чему здесь. Поэтому ты правильно решил, что да, против боксера нужно, чтобы иметь преимущество, работать какими-то ММАшными фишками, там больше в клинче, но ты просто не ту выбрал. А так, по-любому потенциал есть. Ну, а победителю, что сказать, красава, отработал чисто по-боксерски, просто красавчик. Ладо, поздравляю с дебютом. Что заметил в поединке, что у Ладо было вот конкретно, как сказать, ну, дружелюбное настроение к сопернику, да. И он не шел добивать даже после первого нокдауна, хотя, ну, мне казалось, что он мог бы закончить. И здесь, ну, респект. Не побоюсь этого слова, ребята у нас гладиаторы, дерутся в нашем небольшом Колизее. С дебютом, с победой. А сопернику удачи в дальнейшем. Увидим тебя еще, я надеюсь.